Сегодня для вязания сумки я использую совсем небольшое донышко. Размер 3 на 9 сантиметров. В нем 20 отверстий. Диаметр каждого отверстия 4 миллиметра. Расстояние между центрами отверстий 1 сантиметр. Использовать можно донышки любого размера и любой формы. Донышко для сумки можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится простая пластиковая папка, плотный пластик или кусочек кожи, а также ножницы и дырокол. Подробные видео по изготовлению донышек своими руками смотрите на моем канале. Вязание сумки начинаем с обвязки. Заводим крючок в боковое отверстие в серединку. Захватываем рабочую нить, оставив небольшой кончик. Захватываем и протягиваем через первое отверстие. Придерживаем нить пальцем, заводим крючок в следующее отверстие. Опять подхватываем рабочую нить, протягиваем через второе отверстие и затем через петлю на крючке. И продолжаем. Заводим крючок в следующее отверстие. Вытягиваем рабочую нить и протягиваем ее через петлю на крючке. И продолжаем. Обвязываем наше донышко до конца. Петельки свободные, они не должны стягивать донышко. Довязываем до последнего отверстия, заводим крючок и теперь подхватываем не рабочую нить, а кончик, который мы оставляли в начале вязания. Протягиваем его сюда через петлю на крючке и вытаскиваем свободный кончик на лицевую сторону. И теперь с помощью этого кончика мы формируем последнюю петельку. Для этого мы заводим крючок под первую петельку, под обе стеночки, захватываем кончик, перетаскиваем его через эту петлю. И теперь этот кончик необходимо спрятать вот сюда, вот в это отверстие. Заводим крючок с изнанки в середину петельки и захватываем кончик, перетягиваем его на изнанку. Вот так. Начинаем вязать мы с этого же отверстия, это центр узкой боковой части. Крючок мы заводим сначала в середину косички обвязки и затем в само отверстие. Далее мы захватываем рабочую нить и перетягиваем ее на лицевую сторону. Вытягиваем ее перпендикулярно донышку на такую вот высоту. Располагаем крючок параллельно донышку, и вот на эту высоту мы вытягиваем рабочую нить. В это же время мы должны спрятать кончик. Располагаем его между рабочей нитью и крючком. И провязываем первый столбик без накида. Далее сюда же, в это же отверстие, мы провязываем второй столбик.
И продолжаем. В каждое отверстие донышка мы будем провязывать точно так же по 2 столбика без накида. Крючок мы заводим сначала в середину косички, затем в само отверстие. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Провязываем первый столбик без накида. И затем в это же отверстие второй столбик. Продолжаем, поворачиваем донышко. Следующее отверстие. Первый столбик без накида. И сюда же второй. Кончик нити, оставшийся от обвязки, у нас прячется за столбиками. Вот так. Обвязываем свободно, так чтобы вязание не стягивало донышко. Крючок в середину косички, затем в отверстие. Провязываем первый столбик и сюда же второй. Нить все время вытягиваем перпендикулярно донышку. Разворачиваем донышко. И провязываем двойные столбики. Продолжаем. Кончик нити желательно оставить с изнанки, чтобы его не было видно с лицевой стороны. Так должно у нас получиться. По краю у нас идет одна ниточка и везде двойные столбики. Сейчас самостоятельно довязывайте этот ряд до конца. Довязали ряд до конца и далее мы начинаем вязать уже по спирали. Вязать мы будем стеночки двойными столбиками, точно так же, как вязали первый ряд. Провязываем их в серединке двойных столбиков каждого предыдущего ряда. Находим двойной столбик и в его серединку провязываем двойной столбик в текущем ряду. Итак, мы вяжем по спирали, поэтому перехода на следующий ряд у нас нет. Мы сразу же заводим крючок в серединку первого двойного столбика и провязываем первый столбик. И сюда же сразу же второй. Далее маркером мы отмечаем петлю перед этим первым двойным столбиком. И продолжаем. Следующий двойной столбик. И в его серединку мы провязываем двойной столбик в этом ряду. Первый и сюда же второй. Продолжаем. Следующий двойной столбик, его серединка. И мы провязываем двойной столбик в этом ряду. Продолжаем.
двойной столбик, и из его серединки двойной столбик в этом ряду. Сейчас самостоятельно довязываем этот ряд до маркера. Довязали ряд до маркера и переходим на следующий ряд. Набираем маркер и в серединку первого двойного столбика провязываем двойной столбик в этом ряду. И маркер на место. Итак, далее мы продолжаем вязать самостоятельно. Всего нам нужно провязать 20 рядов двойными столбиками. Обвязку мы не считаем. И начиная с первого ряда мы провязываем 20 рядов. В каждом ряду у нас по 20 двойных столбиков. Столько же, сколько и отверстий в донышке. Итак, вяжем самостоятельно 20 рядов. Я провязала 20 рядов, и вот что у меня получилось. Обратите внимание, что мой маркер сместился в сторону, поскольку сам узор имеет наклон. Начинали мы вязать отсюда, и постепенно маркер у нас ушел немного в сторону. И далее нам понадобится 2 полукольца. Для такой сумочки самые маленькие. У меня 1,5 сантиметра. Маркерами отмечаем середину боковинок. И сейчас довязываем наш ряд почти до первого маркера. Довязываем до маркера. Далее мы смотрим, сколько столбиков мы будем ввязывать в полукольцо. Для того, чтобы мое полукольцо получилось посередине, я ввяжу сюда 4 столбика. Итак, для этого я провязываю первый столбик двойного столбика. И следующие 4 столбика у меня уже будут вязаться вместе с полукольцом. Для этого я убираю маркер, прикладываю полукольцо и уже через него завершаю вот этот двойной столбик. Следующий двойной столбик я провязываю через полукольцо. И еще один столбик от следующего двойного столбика. Тоже у меня уходит через полукольцо. 4 столбика я провязала. И уже без полукольца я завершаю двойной столбик. Вот так. Полукольцо должно хорошо держаться. Если провязать его через 2 или через 3 столбика, оно будет перекручиваться. Все, далее мы продолжаем вязать двойные столбики до следующего маркера. И точно так же ввязываем второе полукольцо, но уже самостоятельно. Итак, оба полукольца ввязаны, и мы переходим к завершению вязания. Будем делать обвязку. Обвязку мы будем делать соединительными петлями для того, чтобы сгладить переход. Мы вязали по спирали, и у нас есть переход. И теперь нам необходимо его сгладить. Провязываем последний двойной столбик перед маркером. Убираем маркер и начинаем вязать соединительные петли. Точно такие же, какие мы вязали при обвязке донышка. Крючок заводим под верхнюю полупетлю и провязываем соединительные петли.
Вот такая косичка по краю у нас должна получиться. Сейчас самостоятельно мы делаем обвязку до конца, до двойного столбика и встречаемся. Сделали обвязку до конца последнего двойного столбика. Вот наша первая петля обвязки, вот последняя. Теперь вытягиваем рабочую нить подлиннее, так чтобы можно было вставить кончик в углу и обрезаем. Обязательно прижигаем зажигалкой. Далее вдеваем нить в иглу и формируем аккуратно соединение. Заводим иглу за первые нити, за первые 3 нити начало соединения. Уводим правую сторону соединения немного вниз, чтобы выровнять. И далее вводим иглу вот сюда, в это же отверстие, откуда выходит наша рабочая нить. И уводим ее сразу на изнанку. Вот так. И теперь остается спрятать рабочую нить между столбиков. Уводим ее пониже и излишки обрезаем и прижигаем зажигалкой. Основная деталь сумки готова. Это будет наша задняя сторона. Здесь есть небольшая ступенечка, она скроется клапаном. А вот это лицевая сторона. Переходим к клапану. Клапан для сумки я тоже буду делать своими руками. Я буду использовать гибкое стекло. Оно покрыто защитной пленкой, и на нем сразу же можно рисовать, чем я и воспользовалась. Я наметила отверстия для клапана, и сейчас с помощью дуракула легко их сделаю. Вот так. Теперь убираем защитную пленку, и клапан готов. Плохо видно отверстия, но надеюсь, что вам их видно. Вот. И теперь остается пришить клапан к сумочке. Размеры моего клапана 10 на 11 сантиметров. Он чуть-чуть шире моего донышка. Если вы будете вырезать клапан самостоятельно, то рекомендую сначала связать сумочку, вязать полукольца и измерить необходимую ширину клапана.
у меня это как раз расстояние между полукольцами. Если вы будете использовать готовые заготовки, то ширина клапана подбирается в зависимости от размеров донышка. Примерно такая же. Работу я начинаю с отверстия, которое находится правее отмеченного маркера. Завожу в него крючок. Далее я беру рабочую нить, вставляю небольшой кончик, захватываю ее и вытягиваю на лицевую поверхность сумочки. Придерживаю клапан, завожу крючок в отверстие, намеченное маркером. Еще раз захватываю рабочую нить, вытягиваю петлю на лицевую сторону и затем притягиваю ее через петельку на крючке. Подтягиваем коротким кончиком и продолжаем. Заводим крючок в следующее отверстие, захватываем рабочую нить, вытягиваем на лицевую сторону и протягиваем через петлю на крючке. Петельки свободные. И продолжаем. Поправляем клапан, чтобы все было ровно. Последнее отверстие. Далее вытягиваем рабочую нить, вставляем небольшой кончик и обрезаем. Убираем маркеры. И теперь будем крепить кончики нити, которые мы оставляли в начале и в конце вязания. Первую ниточку, которая находится на изнаночной стороне, мы просто закрепляем изнутри. Здесь уже первая петелька сформирована. И теперь нам остается сформировать такую же петельку вот с этой стороны. Для этого нужно использовать иглу. И сейчас с помощью иглы мы формируем вот точно такую же петельку. Вот так. И теперь у нас нить на изнаночной стороне, и мы просто прячем ее между столбиков и закрепляем. То же самое делаем и с этой нитью. Все нити на изнаночной стороне. Вот и все. Далее мы устанавливаем замок. У меня вот такой очень маленький простой замок на зубчиках. Его достаточно просто зажать на клапане в нужном месте. Нижняя часть замка крепится еще проще. Достаточно с помощью усиков, которые расположены на ней, закрепить ее в нужном месте. На моем канале есть видео по установке различных замков. Обязательно посмотрите. Если мой урок вам понравился,
и был для вас интересным, то поддержите меня лайком и комментарием. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о моих новых уроках. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.